Всем привет! Вы находитесь на канале Real Fraud Story. Вот здесь написано. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, подписывайтесь на мой одноименный Telegram канал. Где он, кстати? Вот он, появился у вас. Скоро будет очень много интересного. Наконец-то я выпускаю хоть какое-то видео спустя больше, чем 2 месяца простоя на моем YouTube-канале. За это время я сделал много всего. И в данный момент я снимаю одно видео, которое мне очень хотелось снять, и я уверен, что оно понравится много кому, понравится всем, кто будет его смотреть. Там также будет конкурс для подписчиков. Да блин, что такое? Сейчас. Извините, пожалуйста. Микрофон проседает под весом наушников. Там будет конкурс для моих подписчиков, который, я думаю, вам понравится. Будет не один победитель, будет победителей около, 5 или 10 я пока не решил, но посмотрим. Поэтому обязательно ждите это видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал, чтобы его не пропустить. Когда оно выйдет, я не могу вам сказать, потому что вот я отснял половину, нужно еще половину, и для того, чтобы отснять еще там концовку самую, надо много людей, с которыми нужно договориться, нужно еще, чтобы это смонтировали. То есть все это непонятно, как по скорости будет происходить, но главное, что процесс идет. Процесс идет, также вон вы можете увидеть у меня на заднем плане студийный микрофончик мой новый, в который я записываю будущие треки, которые вы тоже скоро услышите. Это должно быть легендарно, потому что будущие треки будут намного лучше, чем первые те, хотя трек с названием Real Fraud Story мне очень нравится, и я считаю, что он получился очень хорошим. Второй трек был, конечно, не такой хороший, но Real Fraud Story — это топчик, и поэтому обязательно подписывайтесь на канал Real Fraud Story. Сегодня у нас пойдет тема о том, что как сейчас скамят в ставках на спорт. Я подумал такой, что я, в принципе, могу спокойно разговаривать о ставках на спорт. Как бы я уже давно не ставлю. Сколько времени-то уже прошло? Сейчас уже 1 августа. Я не ставлю с марта где-то. Это сколько? Уже почти 5 месяцев. И, естественно, жизнь прекрасна без этого. Но я имею в виду, что я изначально, когда я только перестал ставить, я такой, что все, ставки зло, не надо вообще даже про это разговаривать, это ужасно. Но сейчас такая фигня, что я занимаюсь английским с учителем онлайн, и мой учитель из Канады. Я специально себе выбирал учителя из Канады для того, чтобы он был носителем языка, и мы с ним могли поговорить про хоккей, чтобы мне будет проще там что-то говорить, и проще будет и интереснее учить английский. И оказалось, что он очень любит ставки. И он подписался на мой канал. Привет, Майк. Он смотрит мои видео с субтитрами, и сейчас он постоянно спрашивают меня разные теории, разные стратегии, какие там уточняет какие-то детали, потому что, как вы знаете, мои стратегии на баскетбол, на волейбол — это очень рабочая тема, на хоккей с точками входа — это все супер рабочая тема, а у них в Канаде есть чуть-чуть другие конторы, которые доступны только канадцам, и там он может этим всем воспользоваться. Чем-то, конечно, и не может. Хотя на вчерашнем уроке я ему рассказывал, что в Фонбете, например, можно было ставить на канадские лиги, на всякие странные, которые там не ОХЛ, не WHL, а другие. И стал ему читать эти лиги. Зашел на сайт, посмотрел в разделе результаты, там за март или за что-то. И когда ему назвал лиги, он сказал, что одна из этих лиг — это вообще любительская лига, где люди там после работы играют, мужички. Другая лига — это которая там юниоры, там, 3-й дивизион, там юниоры. То есть вообще слабая лига, в которой там никто не будет профессионалом среди них. Там чуть ли не чемпионат области. И поэтому я вполне спокойно могу об этом разговаривать, поэтому думаю, почему бы и не записать вам очередное видео. То есть, если я завязал со ставками, это не значит, что куда-то делись мои знания, которые могут быть вам полезными. Вопрос мне написал... Тема сегодняшнего видео.
про скам. Мне написал один человек и говорит, что ему... Причем это уже не один человек. То есть я вот это вижу уже раз 10, наверное, в своих сообщениях. Люди мне пишут, которые пополнили какую-то букмекерскую контору, сделали пару ставок, выиграли деньги, и для того, чтобы вывести деньги, им пишут, что вам нужно для того... Сработала система безопасности, вам нужно ввести 3 депозита для того, чтобы вывести деньги. И они такие вносят еще там 3 депозита по 1000 условно. Ну, первый депозит, допустим, был 1000 рублей, они там выиграли 20 тысяч рублей. И вносят еще по 1000. И дальше им пишут, что вы должны заплатить налог на выигрыш. Налог там у нас компания зарегистрирована на Кипре или где-нибудь еще там на Кюрасао, поэтому налог вы должны заплатить в соответствии с законами Кюрасао, там 30%. И не с выигрыша его вычитают, а вы должны оплатить. Ну и то есть ты чуваку там закидываешь, что 80 тысяч он хочет вывести, вот было так, что... И ему говорят, что тебе надо заплатить там 24. И он платит, и ему еще что-то придумывают. И в итоге, естественно, ничего не платят, потому что этой конторы не существует. Это просто скам-схема, как с вас собирают деньги. И, естественно, просто не надо делать ставки в непроверенных букмекерских конторах. Лучше, конечно, вообще ставки не делать, но самое главное, избегайте непроверенных букмекерских контор, про которых нет отзывов. Элементарно просто гуглите сначала название конторы и проверяйте, какие про нее отзывы, про 1xbet, например, ну, сами знаете, какие отзывы. Вообще, в принципе, сейчас про все конторы одинаковые отзывы, никто не платит, все, кто... Везде, где можно выиграть, никто не платит, поэтому, конечно, ставки — это такая гиблая тема достаточно, но просто хотя бы так проверяйте и пытайтесь себя обезопасить. Также я написал у себя в телеграм-канале, что если у кого-то есть какие-то вопросы, то напишите их, и я отвечу на ваши вопросы. Раньше я, кстати, выпускал видео с ответами на вопросы, не знаю, почему прекратил. Возможно, стоит такое ввести, если на это будет спрос, поэтому все зависит от вас. Если у вас будет спрос, я запишу такие видео. Блин, я не знаю, почему... четко стал... Нет. Что-то с фокусом камеры... Давно не снимал на нее ничего, поэтому она как-то так стоит странно. И как будто бы что-то непонятное происходит. Ну ладно. Итак, вопрос от Алексея. Добрый день. Интересно, есть ли какие-нибудь стратегии на бейсбол? Если да, то хотелось бы услышать. Вообще никогда не ставил на бейсбол. Насколько... Да я даже правила его не понимаю, хотя недавно чуть-чуть просто ходил на флорбол. И там мы играли как бы на флорболе, типа бейсбольная штука. Как по бейсбольным правилам во флорбол. Кто-то закидывал этот мячик далеко и должен был пробежать сколько-то баз. И я такой подумал, так вот что это. Как в бейсболе. Ну, так и не додумал, как правильно. Поэтому не уверен я, что все еще знаю правила бейсбола. Поэтому нет, я не знаю ни правил бейсбола, никаких стратегий, никогда на него не ставил. Великий Джуди спрашивает, где ставить? Главный вопрос. Ставить? Лучше не ставить, Джуди. Ну или на стейк. На стейке норм. Евгений пишет. Интересуют зарубежные конторы, где берут игроков из России. И есть ставки на смолл-маркеты. К сожалению, таких контор не знаю. Знаю только клонов 1x, всяких разных. Типа 88 Stars, Betwinner, Paripeza и прочая всякая хрень. Ну вот... Один мой знакомый недавно регался в 88 Stars и ставил по стратегиям моим на баскетбол, по-моему, может, на волейбол. Короче, что-то такое. Сказал, что пополнял что-то наверное, 5 рублей. Сейчас я вспомню. Плюсом дали вывести около 60, и все, и блокнули в ноль. Вообще нельзя ставить там. Это было на 8 Stars. Как ставить, чтобы делать прирост к банку 20-30% в месяц? БР пишет. На это по такой, короче, такая тема только по 4-й четверти НБА может быть до матча. Я считаю, что там точно стабильность будет. Насчет грядущего сезона не уверен, но по идее должно быть, потому что это схема, которая работала. Привет, расскажи про схемы в футболе, которые работают до сих пор с лучшей проходимостью. Блин, ну привет, я вообще на футбол никогда не ставил, поэтому без понятия, что там можно ставить. Но вот из своих наблюдений, когда я уже совсем там в лутку ушел,
полгода назад, я пару раз ставил на чемпионат Исландии по футболу. Там вообще постоянно много голов. И вот почему-то я вот туда вот пару раз поставил и пару раз выиграл. Все. То есть там нормально. Обучение по скаму лудиков? Нет, никаких обучений. Ваня, расскажи, как ты видишь вытаскивать на больших кэфах, кроме, конечно, иксов и старой инфы, которую мы уже знаем. Может, какие-то новые мысли есть? Это правильное направление в любом случае. Да вообще, честно говоря, не особо вижу какие-то способы. Наоборот, из-за того, что вот в Таиланде много арбитражников всяких, которые, ну, работают на партнерках один Вина там и других контор, что завлекают людей. И как хорошо они живут, я понимаю, что люди только проебывают. И самое главное, просто меня возмущает то, что помимо того, что ладно, когда зовут в честную херню, то есть если ты выиграл и вывел деньги, ну и можешь вывести, то все окей, то есть твое мастерство только решает. Но когда зовут депнуть там в один вин, который тебе, если ты выиграешь, не выплатит, то меня это очень сильно возмущает. Поэтому, к сожалению, 3 семерки я не знаю, как и где можно что-то поднимать сейчас на ставках. Мыслей у меня на этот счет никаких нет, потому что я сам, видишь, уже этим не занимаюсь. Хотя недавно, кстати, со мной связывалась одна контора и предлагала мне стримить их, и спрашивали, на каких условиях я бы их стримил каждый день. И мне было просто интересно узнать их предложение, но так они что-то и не ответили. Я подумал, интересно, если бы они дали бы мне очень много денег, согласился бы я вернуться в стрим, ну и стримить их лайв вечерами. Ну вот, любопытно. Сергей пишет, в каких случаях ставить на ТМ в баскетболе? Когда счет более-менее равный, и в конце, в четвертой четверти, ну вот, типа 62-62 на четвертую четверть можно ТМ ставить, и вы этот... Ну и просто на ютубе, да, можешь посмотреть мое видео, там, где с точками входа, там вообще все грамотно рассказано. Очень хорошее видео, прям рекомендую его посмотреть. Поэтому обязательно посмотрите и ознакомьтесь. На данный момент, наверное, это все, что я хотел сказать. Я просто хотел сказать, что все хорошо. Скоро будут новые видео. Про ставки не уверен, что будут, но если у вас будет спрос и вы будете что-то писать, спрашивать, то я буду такое видео снимать. Так я, конечно, особо это не хочу снимать. Так вот, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube-канал, будьте в курсе новостей. Скоро вас порадую или огорчу своими треками новыми. Ну, спасибо за внимание. Всем пока.